We learned that Job's friends want to give comfort, but they have no comfort to give. Итак, мы узнали, что друзья Иова желали дать утешение, но у них его не было. Let's look at chapter 26. Давайте рассмотрим 26 главу. Look at what Job says in verses 1 and 2. Посмотрите, что говорит Иов в первом и втором стихе. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного?» Notice he's speaking sarcastically. Обратите внимание, что он говорит с сарказмом. They have not given help. Потому что они не оказали помощи. Then notice verse 3. Далее 3 стих. He admits that he needs wisdom. Он признает, что нуждается в мудрости. And he says, what have you given? Он говорит: что ты подал? Какой совет? Their counsel has not provided wisdom for Job. Их совет не дал никакой мудрости Иову. And he says, whose spirit or whose breath was expressed through you? И далее он говорит: чей дух исходил из тебя? That could be a reference again back to that spirit in chapter 4 that Elifaz mentioned. Может быть, это упоминание о том духе, о котором в 4 главе говорил Елифаз. And so as we look at this, we see that Job needed comfort. Когда мы смотрим на это, мы видим, что Иов нуждался в утешении. They could not give comfort. Но они не могли ему дать утешение. He needed wisdom. Он нуждался в мудрости. And they had no wisdom to give to him. Но у них не было мудрости, чтобы дать ему. They give only trouble. Они приносят только неприятности. All they do is utter pious statements, pious platitudes, proverbs. Они говорят только напыщенные слова, которые просто вот общие фразы. They overestimate their own understanding of the truth. Они переоценивают свое понимание истины. The truth they do know, they misapply. А ту истину, которую они все-таки знают, они делают для нее неправильное применение. In fact, anytime they find something that contradicts what they think, they shut their minds to it. И в тех случаях, когда они обнаруживают что-то противоречащее их мыслям, они на это закрывают глаза. I think it's clear to say that we do not want to be counselors like Job's friends. И я думаю, что ясно, что мы с вами не хотели бы быть такими советниками, как друзья Иова. Not only do they not have comfort, they have no wisdom, and so we're going to see now that they are untruthful physicians of the soul. Итак, у них нет утешения, у них нет мудрости, и сейчас мы увидим также, что они не истинные, не правдивые лекари души. We must admit that counselors are subject to the same temptations as those whom we counsel. Мы должны признать, что консультирующие подвержены тем же грехам, как тех, кого они консультируют. If we know that we're weak in a certain area of our Christian life, если мы знаем, что в какой-то сфере христианской жизни мы слабы, that's not the area that we want to be trying to help someone else in. Это не та сфера, в которой нам нужно пытаться помочь кому-нибудь другому. We want to be able to help them in the areas where we're strong. Нам нужно пытаться помогать им в тех сферах, в которых мы сильны. When the counselors of Job, his three friends, face his situation, they are actually fearful. Когда друзья Иова встречаются с его ситуацией, на самом деле она вызывает в них страх. They see in Job what they allow in themselves, and they are afraid that they will also come under God's judgment. Они видят в Иове то, что допускают в себе, и они боятся, что тоже попадут под Божий суд. Notice in that they're making up Job's sin. Обратите внимание, что они как бы сами создают грех Иова. And they have no evidence that God is judging him. У них нет доказательств того, что Бог наказывает его за грех.
It's as though they're taking their own guilt and trying to impose it on Job. То есть, как будто бы они берут свою собственную вину и пытаются наложить ее на Иова. So since they are the ones who are guilty instead of Job, they cannot bring themselves to deal with Job's situation honestly. Поскольку виновными являются они не могут правильно оценить ситуацию Иова. They're plagued by fear. Потому что их поглощает страх. Job needs kindness and encouragement. Иов нуждается в доброте и в ободрении. He is in danger of losing his fear of the Almighty. Он находится в опасности отступить, потерять страх всемогущему. Turn to chapter 6 with me. Обратитесь к 6 главе со мной. And let's look at these verses 14 to 23. И давайте рассмотрим эти стихи с 6 глава, 14 по 23. Notice that in chapter 6, verse 14, Job says that a man who is in trouble or despair needs kindness from his friends. Обратите внимание, что говорит Иов, что человек, находящийся в таком состоянии, нуждается в доброте от своих друзей. And why does he need kindness? Почему он нуждается в доброте? Notice what the last part of verse 14 says. I'll let you read it. Обратите внимание, что говорит последняя часть стиха 14. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. He's fearing that he will forsake the fear of the Lord. Он боится, что оставит страх к Вседержителю. In other words, he's beginning to show the stress he's under with all the suffering. Итак, начинает проявляться тот стресс, которому он подвергается из-за своих страданий. Perhaps he's seen this in others sometime. Может быть, это он видел в ком-то другом. And now he recognizes a symptom within himself. Теперь он этот симптом видит в самом себе. He hasn't departed from the fear of the Lord. Он не оставил страха к Вседержителю. But he realizes that he's close to it, that there's a temptation there. Но он осознает, что он близок к этому, что есть такое искушение. And as he goes through this, he says, in verse 15, my brothers have acted deceitfully. Здесь в 15 стихе он говорит, но мои братья поступили обманчиво. And he compares them to a wadi. И он сравнивает их с вади, поток. Because that's what's used in Russian too. What's used in Russian? Like a stream. Stream. The word for stream here has the idea of a stream that most of the year has no water in it. Вот этот поток, это вади, это такое русло реки, в котором большую часть года нету воды. Wadi is a term used by the Hebrew language and by the Arabic language. Этот термин вади используется в еврейском языке, а также в арабском. When there's rain, there'll be water in this stream bed. Когда идет дождь, то в русле реки есть вода. The rest of the year, there's no water in it. А большую часть года воды в русле этой реки нету. And in the hot season, when water is needed, it's not there. И в горячее время года, когда нужна вода, ее там нет. So he goes through to describe how a caravan of merchants is crossing the hot desert. И далее он описывает, как караван купцов идет по пустыне. And they see a deep cut, a deep valley or gully or wash or canyon in the earth. И они видят вот это русло, такой каньон, ров. And they know that it was cut, it was eroded by water. Они знают, что он был создан, вырыт водой. So they have hope that there will be water there. То есть они идут туда с надеждой, что там будет вода. But they get to the place and they get down to the bottom and the stream bed is dry. И вот они подступают к нему, смотрят, а русло реки сухое. Their hopes have been destroyed. Их надежда разрушена. They're thirsty and there is no way to quench their thirst. Они жаждут, и нет способа для утоления их жажды.
Job says, friends, that's what you are like. Иов говорит, друзья, вы подобны этому. You have a promise of water for a thirsty man. Вы обещаете воду для жаждущего. And you turn out to be like that wadi in the dry season. No water. И похожи на вот эти потоки вади, в которых нет воды. And he tells them in verse 21 that they are a terror. They themselves are terrifying to him. И в 21 стихе он говорит, что они сами страшны. And they are afraid. Что они сами испуганы. И, they find Job terrifying and they are fearful. Они смотрят на него, что он страшен, и они сами испугались. That's why I say here their plague is fear. То есть поэтому мы говорим, что их беда – это их страх. Notice what Job asks for in verse 23. Обратите внимание, о чем просит Иов в 23 стихе. He asks to be delivered from harm. Он просит избавить его от вреда. He asks to be delivered from the hand of the adversary. От руки врага. And he wants to be redeemed from the hand of tyrants. Он хочет, чтобы он был выкуплен от руки мучителей. Here he is speaking metaphorically, figuratively, of his disease and of all of his suffering. Здесь он употребляет такую метафору, он говорит о болезни, о всех его страданиях. And he begs them. Он умоляет их. He said, "Teach me, and I will be silent. Он говорит, научите меня, и я замолчу. Show me how I have erred." Покажите, в чем я погрешил. He wants them to help him. Он хочет, чтобы они ему помогли. He admits that honest words can be painful in verse 25. Он признает, что слова правды могут быть болезненными. But he says, "Can you reprove my words when the words of one in despair belong to the wind?" in verse 26. Но в 26 стихе говорит, вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши. And then he accuses them not only of being unable to comfort him, И далее он обвиняет их не только в том, что они не способны его утешить, not only being unable to give him wisdom, не только в том, что они не могут дать ему мудрость, they treat him shamefully. они обращаются с ним постыдно. He says, you're the kind of men who would gamble over orphans. Он говорит, вы подобны тем людям, которые бросают жребий на сирот. You would sell orphans into slavery. Вы продали бы сироту в рабство. And you would barter over your friend. You would sell me if you could. 27. Verse 27. 27 стих. Вы нападаете на сироту, роете яму другу вашему. Я упоминал Лютера и Меланхтона. And I told you that they found the book of Job very difficult to translate. И я говорил о том, что им очень трудно было переводить книгу Иова. And the book of Job has many such translation problems. В книге Иова очень много таких проблем перевода. And if you compare any two translations, you're going to find differences like this one. Ну, если сравнить любые два перевода, то можно найти подобные различия даже в одном языке, на одном языке. But the point here is that they have an attitude to bring harm to their friend. Но тут суть в том, что они, у них такое намерение, чтобы какой-то вред причинить своему другу. And notice what he says in verse 28. Обратите внимание, что он говорит в 28 стихе. He says, "Look at me." Он говорит, взгляните на меня. And you see if I'm lying. И посмотрите, говорю ли я ложь. He says, "I'm not lying to you." Он говорит, я вам не лгу. He says, "Stop it. Он говорит, остановитесь. Let there be no more injustice." Пусть не будет больше несправедливости.
And he says, my righteousness is yet in it. Он говорит, моя праведность все еще в этом. In other words, Job is saying, my righteousness is still intact, it's safe. I have not been convinced that I have committed any sin. Иными словами, Иов говорит, моя праведность все еще не тронута. Я не убежден в том, что я согрешил. And he challenges his friends. И он бросает вызов своим друзьям. He says, can you find any injustice on my tongue? Он говорит, есть ли на моем языке неправда? He said, and he says, can't I discern trouble? И он говорит, не могу ли я различить какое-то бедствие, неприятность? And does that say trouble? The translation in the Russian is bitterness. Cannot my palate discern bitterness? He says, I can taste when something's wrong. В русском переводе, неужели гортань моя не может различить горечи? То есть я различаю, если что-то не так. And the implication is that he knows that they are wrong. Итак, здесь такой скрытый смысл, что он знает, что они не правы. So let's go further with this. Давайте будем дальше двигаться. The prescription that his friends offer for his problems is nothing but lies, a falsehood. Их предписание, рецепт, как справляться с проблемой Иова, это не что иное, как ложь. They cannot trust his words. Они не могут доверять его словам. His words cannot be taken as a true indicator of his spiritual condition prior to his suffering. Его слова не следует воспринимать как истинный показатель его духовного состояния прежде его страдания. He has been longing for honesty. Он стремится к честности, And he finds nothing but falsehood in them. но встречает с их стороны ничего, кроме лжи. He mentions the same thing in chapter 21, verse 34. То же самое он упоминает в 21 главе, 34 стих. In chapter 21, verse 34, he says, how then will you vainly comfort me? В 21 главе, 34 стих, он говорит, как же вы хотите утешать меня пустым? And what's the meaning there for vainly? How will you then vainly? What's the Hebrew saying? Or the Russian? Yeah, the Russian has a better translation here than my English. В русском здесь лучше перевод, чем у меня в английском. Because the English says, how then will you vainly comfort me? And the Russian says that your comfort is empty. В английском это слово как тщетно, суетно, а в русском пустой. The Hebrew word has the idea of nothingness. Еврейское слово подразумевает отсутствие, то есть ничего. And then he goes on to say in the last part of verse 34, your answers remain full of falsehood. И далее во второй части 34 стиха он говорит, в ваших ответах остается одна ложь. They have asserted that if he will only confess his sins, he'll prosper again. Они утверждали, что если только он исповедует свои грехи, то он снова будет процветать. But they're dishonest in that plan. Но в этом своем плане они нечестны. As one of you mentioned earlier, they're trying to make him guilty. They're trying to prove him guilty. Как некоторые из вас уже упоминали ранее, что они пытаются вызвать в нем чувство вины, доказать, что он виновен. And if they can make him feel guilty, then they have gained a victory in their thinking. И если им удастся заставить его почувствовать себя виновным, то тогда они одержали победу в своем мышлении. They will be able to prove that their assessment of what Job has done is correct. Им придется доказывать, что их оценка того, что сделал по их словам Иов, что эта оценка правильная, точная. Remember, they believe that Job is suffering because God is judging him for sin. Помните, что они считают, что Иов страдает, потому что Бог наказывает его за грех. And what we find out is that Job, in seeing that, he fails, or they have failed to enlighten Job. И таким образом, делая это, им не удается просветить Иова.
Instead, Job believes that they, his friends, are more, they're out more for their personal gain than any care they really have for him. И с другой стороны, Иов даже думает, что они делают это больше для своей пользы, из корысти. He feels that they are the ones who are unjust. Он чувствует, что это они несправедливы. And so their failure was compounded by their falsehood. И их провал усугублен их лживостью. Any questions thus far? Есть вопросы пока по... А вот по 14 стиху в 6 главе у нас на 6:14. русском так переведено, 6:14. что вроде бы вот оставит, кто оставил страх как вседержителей. У нас видно, что это больше к друзьям, но в русском переводе, чем к Иову. Нет, почему к Иову? Нет. It seems like in Russian translation, in this verse, in the second part, that it's more about friends of Job. Он. He, Okay. he does not forsake. He, that's Job speaking of himself. Yeah, let me explain verse 14. Позвольте мне объяснить 14 стих. The way it starts is Job says, for a despairing man there should be kindness from his friends. Значит, 14 стих начинается: к страждущим должно быть сожаление от друга его. In that first half, it's very clear who Job is and who the friends are. В этой первой части вполне понятно, да, кто Иов, кто из них Иов, кто из них друзья. He says, I need kindness from my friend. Он говорит: я нуждаюсь в сожалении, в доброте от своих друзей. Job is the one who's despairing. То есть отчаивается Иов. Job is the one who's suffering. Иов страдает. And he wants his friend to give him kindness. И он нуждается в том, что его друг проявил к нему сожаление. And why does he want his friend to give him kindness? Почему он хочет, чтобы его друг проявил к нему сожаление? So that he, Job, does not forsake the fear of the Almighty. Чтобы он, Иов, не оставил страха Вседержителю. Well, in Russian it says, if only he does not forsake the fear. Okay, let me explain what I think the Russian is saying. Ну, позвольте мне объяснить, что я думаю в русском переводе имеется в виду. The Russian translator is taking a particle in the Hebrew that can mean either so that or if. Русский переводчик берет частицу еврейскую, которая могла бы быть переведена так, чтобы, или же если только. And that if in the Hebrew would still refer back to the one who is despairing. It would be if perchance it would be possible that that despairing man does not forsake the fear of the Almighty. И эта частица, если только, все равно относится к страждущему, к первому, что он не оставил страха Вседержителю. Does the Russian come even close to that? Русский перевод близок к этому или нет? Да, но если вот с этой стороны сейчас посмотрел, уже понятно. Он просто с другого боку. В контексте читаешь, кажется, что это. Okay. Sometimes it's hard for us to know what the translators had in mind. Иногда нам сложно понять, о чем думал переводчик. And having been a Bible translator, I know that when you go back and look at what you translated, sometimes you realize it's not very clear. Ну, будучи переводчиком Библии, я знаю, что иногда возвращаешься к переводу, смотришь и думаешь, ну, не очень ясно. But we just have to follow the flow of the context here. Здесь просто нужно как бы следовать контексту, чтобы увидеть это. And it's not that his friends are in danger of forsaking the fear of the Almighty. Это не значит, что его друзья находятся в опасности оставить страх Вседержителю. The fear of the Almighty is an action, a belief, a characteristic of a believer.
Страх Всевышнему, Вседержителю – это характеристика, присущая верующему. It's hard in the book of Job to find evidence of true faith in his three friends, Elifaz, Zophar, and Bildad. В книге Иова трудно найти свидетельство истинной веры в троих друзьях Иова, у Елифаза, Вилдада и Софара. Fear of the Lord or fear of the Almighty would not characterize them. Страх Господень, страх Вседержителю не был характерен для них. It does characterize Job. Но он характерен для Иова. And we know that from chapter 1, verse 1. Это мы знаем из 1 главы 1 стиха. Interestingly, Job is the only one in this book about which God specifically says that he fears God. Интересно, что Иов единственный в этой главе, о котором сказано, что он богобоязнен. So I would use that background as a means of helping to better understand the verse here. И поэтому я бы использовал вот это основание для того, чтобы лучше понять данный стих. А тогда получается к неверующим людям мы не должны оказывать сострадание, если, брать такое. So does it mean that we should not show compassion to unbelievers? Или какой смысл? What's the point? No, the point here is we're talking about the friends dealing with Job. So the point is Job. Job's a believer. It's talking about here the counseling of a believer. Здесь говорится о консультировании верующего, то есть его друзья верующего пытаются консультировать. Only a believer could be in danger of losing the fear of God. Только верующий может находиться в опасности оставить страх Божий. Yeah, the unbeliever can't lose what he's never had. Неверующий не может потерять то, чего у него никогда не было. And so since it's talking about how to counsel a believer, we should only apply it to counseling believers. Поскольку здесь говорится о том, чтобы консультировать верующего, то мы можем применять это только к консультированию верующих. Точнее, в русском здесь выглядит последняя часть 14 стиха как условие. In the Russian Как я понял, он говорит не условие, а цель. Сейчас попытаюсь. In the Russian translation, the second part of this verse seems like to be a condition, if only it has not left the fear. And that has to be referring to Job. If only Job has not left the fear of God. Ну, это должно же относиться тоже в любом случае к Иову, что если он не оставил. Там мысль такая, то есть страждущему должно быть сожаление, если только он не, то есть страждущий не оставил. И получается, что если он оставил, то не нужно ему сожаление. The thought that they see here is if a believer has left the fear, forsaken the fear of the Almighty, that kindness should not be shown to him, like if they forsaken the Lord. Oh, I see what you're saying. I see what you're saying. I think what we need to be looking at, though, is that in that first half, Job is saying that he needs kindness. Ну, я думаю, что здесь мы должны обратить внимание на то, что в первой части Иов говорит, что он нуждается в сожалении, в доброте. And so my focus has been on that first half. Поэтому я сосредоточился на этой первой части. And then the difficulty comes from the translations. А трудности возникают из-за перевода. Of whether it's a condition saying here, as you're explaining, the Russian is saying. Let me see if I can paraphrase it the way I think you're saying the Russian says it. Я попробую перефразировать, чтобы понятно было. I do that to make sure правильно ли я вас понимаю. I want to rightly understand. У меня еще вопрос по 25. You're taking it that it says that Job, as a despairing man, should get kindness from his friend only if Job has not already departed from the fear of God. То есть вы имеете в виду, что Иов, как страждущий, должен получить сожаление от своего друга, если только он не оставил страха Господа, да? Да. Yes. Okay, the problem I have with that is the context seems to indicate that Job has not departed from the fear of the Lord. Но проблема у меня с этим в том, что
контекст показывает, что Иов-то не отступил от and that страха. he does not only need kindness, but И он не только нуждается should в get сожалении, kindness. но он должен его получить. And I don't think he's putting a condition on it, saying, you look at me and determine whether I've left the fear of the Lord, То есть он and не then you говорит, decide whether or not to be kind to me. он не ставит такое условие, он им не говорит, посмотрите на меня, определите, потерял ли я страх к Вседержителю, и тогда будете решать, хотите вы меня утешать или нет. As I read the whole context, I don't see how he could say that. Я из контекста не вижу, как бы он мог такие слова сказать. First of all, he's already basically said his friends can't discern anything spiritually. Прежде всего, он Any accuracy. уже сказал, что его друзья не могут вообще, у них нет духовного развлечения. And he's also insisting that he is righteous. И он настаивает на том, что он праведен. There's no fault in him that he knows of. В нем нет никакой вины, которую бы он знал. So I don't know why he would open himself up to that impossible condition in his mind. Ну, поэтому я не знаю, как бы он вот это невозможное условие в своих мыслях бы допускал. Do you have other Russian editions there? Any of you? Есть другие, Do they all say the same thing? есть другие переводы русские, во всех одинаково говорится. Ну вот, во втором Yeah, 6:14. Есифон, который говорит. You may have the same problem we have in English. We have English translations on both sides. Ну, у нас на самом деле в английском тоже очень много есть. Or you may have them all on one. Много. Ну, друзья-то Иова как раз и пытались показать, что он говорит неправду. То есть в их Friends глазах. of Job tried to show that Он говорил, что он не грешит, хотя они считали, he что он is грешит. wrong, that he's speaking a lie. Значит, он потерял страх. They thought that he had sinned. Yes, So that's that true. he has left, Right. forsaken. But they're not the ones talking. It's Job speaking. Но здесь говорят не они, это он, Иов Но говорит. он же понимает, что они, как они на него смотрят. He understands how they are looking at him. Okay. Well, when you're preaching this text, you'll have to preach it the way you see it. Ну, когда вы будете проповедовать на этот текст, вам нужно будет проповедовать так, как вы его видите. I have difficulty accepting that translation. У меня трудность с принятием To me, такого the перевода. Hebrew is pretty clear that it's intended to avoid a situation, not to give a situation as a condition. Для меня еврейский текст понятно говорит о том, что здесь как бы есть желание избежать такого, чтобы он не оставил страха, а не представить это как условие. So we would be better off to at least, Цель, да? yeah, Да, как цель, да. right. But we would be better off at this point then to make certain we emphasize what we can agree on and what the translations agree on. Ну, нам нужно. And that is the translations disagree on the second half, not on the first half. Ну, переводы не соглашаются во второй части, а в первой части переводы соответствие есть перевода. So what we can agree to, no matter how we interpret the second half, Но мы можем согласиться, независимо от того, как мы истолковываем вторую часть, is that a suffering individual needs kindness. что страдающий человек нуждается в доброте, в сожалении. And from there, depending on the translation you accept and the interpretation you come to, you'll have to decide if there are conditions to giving that kindness. Ну и в зависимости от вашего понимания или того, какие вы переводы используете, уже тогда вы определяете. The Russians seem to put a condition on it. В русском кажется, как будто бы условие здесь налагается. And the Hebrew seems not to put a condition on it. А в еврейском кажется, что нет здесь условия. А вот если заменить, если на чтобы заменить, попробуй, тогда получится, чтобы только он не оставил страха к содержателю. If we
exchange if for so that. Right, yep. So we agree to disagree until we both get more knowledge, right? Мы соглашаемся не соглашаться, пока у нас не появится больше знаний, да? We at least agree that a suffering person needs kindness. По крайней мере, мы должны согласиться, что страждущий нуждается в сожалении, да? And Job wants kindness. Иов стремится получить это сожаление. But perhaps there's a condition on whether he should receive kindness. Ну, возможно, есть условия, должен ли он получить сожаление. There's another translation that you... What's the other translation? Какой перевод? Танах. Танах. Перевод. Вот он выговаривает ему, говорит буквально следующее. Того, кто отнимает милость у ближнего своего, оставила богобоязненность. Подождите, еще раз я вот это найду у себя, а то я... Относится к друзьям, что они не имеют богобоязненности. Того, кто отнимает милость у ближнего своего, оставила богобоязненность, да? Да. Может по-другому. There's a translation that says, he who takes away mercy from his neighbor, he has left the fear of God. Okay, that's a little bit different, but it's closer to the other Russian than it is to the English or to what I see in the Hebrew. Ну, может быть, как бы этот перевод тоже имеет место, но он ближе к русскому, чем к еврейскому, который я вижу. Okay, what you've done is you've just experienced the type of frustration that Luther and Melanchthon faced. Вы только что сейчас испытали такое Страдание. мучение, которое испытывали Лютер. And what many Bible translators, include the Russian translators, the English translators, and many others have faced. Многие переводчики Библии испытывали вот такое чувство. The book of Job is not easy to translate. Расстройство такого, потому что книгу Иова нелегко переводить. And the wonderful thing is that as much as it's difficult to translate, and as often there are problems like this, the overall message is still very clear. Но чудесно то, что несмотря на все вот эти трудности перевода, все-таки общая мысль, общая тема достаточно ясна. And I will offer another note of encouragement for you. Я хотел бы еще несколько слов ободрения сказать для вас. One of the areas the book of Job has very few disagreements in translation over are those passages dealing with the Redeemer. Одна из сфер, в которой очень мало есть противоречий, это та тема, где говорится об Искупителе. Most of the translation problems have to do with matters like this, of trying to examine the tension between Job and his friends. Большинство трудностей в переводе возникает именно вот в таких частях, где мы пытаемся снять напряжение, непонятность в разговорах с Иова со своими друзьями. Okay, we have about 9 minutes. Let's cover just one more point. У нас осталось 9 минут, давайте еще один пункт пройдем. Job's friends were unwise physicians of the soul. Друзья Иова были немудрыми лекарями души. And when we look at them, we see that in their haste to answer Job, they have resorted to falsehood. Мы видим, что в своей поспешности ответить Иову его заблуждающиеся советники обращаются к лжи. Think about how their own philosophies have contributed to their false views. Подумайте о том, как их собственные философии вносят свой вклад в их немудрое поведение. Елифаз focuses on experience. Елифаз сосредотачивается на опыте. Bildad emphasizes tradition. Вилдад делает акцент на предание. And Zophar just gets super involved in his own assumptions. А Софар погружается в свои собственные предположения. Their individual characteristics
flavor how they approach Job's problem. И их собственные характеристики окрашивают их отношения, их разговор с Иовом. And so their practice with Job follows those philosophies. И то, как они разговаривают с Иовом, на это оказывает влияние их философия. Let me talk about each of these a little bit more. Я хотел бы более подробно поговорить о каждом из них. First of all, Eliphaz. Прежде всего, Елифаз. Eliphaz uses general observations. Елифаз использует общее наблюдение. He also adds to his observations and experience the voices from questionable sources of revelation, like that spirit in the night. Ну и также к своему наблюдению он еще добавляет сомнительные откровения, как вот, например, тот дух, которому он говорит, который он голос слышал во тьме. He has a very narrow view of divine providence. У него очень узкий взгляд на божественное провидение. This is what he thinks about Job. Вот что он думает об Иове. If Job has not sinned, he would not be suffering so severely. Если бы Иов не согрешил, он бы не страдал так сильно. So that's Eliphaz's conclusion. Это вывод Елифаза. If Job has not sinned, he would not be suffering so severely. Если бы Иов не согрешил, он не страдал бы так сильно. And as you read through his speeches, watch for those. In chapters 4 and 5 and chapter 15, you'll see this opinion of Eliphaz coming to the surface. И когда вы будете читать, ищите вот эти моменты в 4, 5 главе, 15, в речи Елифаза, постарайтесь это обнаружить. What about Bildad? Как насчет Вилдада? He bases his religious philosophy on human tradition. Он основывает свою религиозную философию на предании. He's probably the most consistent theologian of the three. Из троих он, наверное, самый последовательный богослов. Interestingly, he's also the individual that speaks the least. И интересно, что он говорит меньше всех. He appears to be a legalist. Он, по-видимому, законник. He appeals to illustrations from creation. Он обращается к иллюстрациям из мироздания. He appeals to the views of the ancient people. Он использует взгляды древних. He is a very concise lecturer in lecturing Job. И он читает Иову лекции. So what is his conclusion? Какой же его вывод? Job must have sinned. Therefore, he is a hypocrite. Иов должно быть согрешил. Следовательно, он лицемер. Let me repeat that. Позвольте мне повторить это. Job must have sinned. Therefore, he is a hypocrite. Иов должно быть, то есть он, наверное, согрешил. Следовательно, он лицемер. And then Zophar. И далее Софар. He's the last of the three. Он последний из троих. He is a religious dogmatist. He's very dogmatic about what he believes. Он религиозный догматик, то есть много догматизма у него. But he's also what we would call a pietist. He has a lot of claim to godly behavior and thinking. Также его можно было бы назвать религиозным ханжой, то есть он очень много заявляет таких возвышенных фраз. Now, I mean by that he claims to have godly thinking. То есть я имею в виду, что он заявляет, что у него такое благочестивое мышление. He relies on what he considers to be true wisdom. Он полагается на то, что он считает истинной мудростью. And he would speak of the deep things of God, that he really understands the deep things of God. Он говорит, что он понимает глубокое Божье. He is actually a bigot. He's very prejudiced against anyone who disagrees with him. Bigot. He's prejudiced. Но на самом деле он
Он предубежден, то есть он с предубеждением говорит. So what's his conclusion? Итак, какой же его вывод? He just assumes that Job has sinned. Он просто предполагает, что Иов действительно согрешил. So here's the results from the three friends. Итак, следующие результаты мы получаем от этих троих друзей. Elifaz says if Job has not sinned, he would not be suffering so severely. Елифаз говорит, что если бы Иов не согрешил, он не страдал бы так сильно. Bildad says that Job must have sinned, therefore he is a hypocrite. Вилдад говорит, что Иов должно быть согрешил, следовательно, он лицемер. And Zophar says simply, Job has sinned. А Софар говорит просто, Иов на самом деле согрешил. Now you see, in all of this, these three friends are treating Job as their inferior. И во всем этом мы видим, что друзья Иова относятся к нему как к низшему по положению. They believe that they knew more than he did. Они считают, что они знают больше, чем он. And they're quick to tell him so. И об этом они сразу же ему говорят. And when we look at their position with God, we'll have to look to that tomorrow. И об их положении перед Богом мы с вами поговорим завтра. Because our time's up. Потому что время у нас закончилось. And that's where we'll begin tomorrow with their position before God. С этого мы начнем завтра, с их положения перед Богом. And this is what we're going to do tomorrow. И вот что мы будем делать завтра. We're going to finish up looking at Job's three friends. Мы закончим рассматривать друзей Иова, троих друзей. We're going to see what lessons to apply. Мы посмотрим, какие практические уроки мы можем применить. We're going to discuss some questions that are drawn from how his friends sought to counsel him. Мы будем также рассмотрим некоторые вопросы, которые можно извлечь из этой части. And then we're going to talk about how not to minister to those who are suffering. А также мы поговорим о том, как не нужно служить